Друзья, мы доехали до вершины. Вид открывается просто офигенский. Камень? Камень? Это наша Дземброня, Саша. Мы сейчас только всего наснимаем, и сейчас только всего вам показываем. Вы будете просто сами в шоке. Мы сами уже в шоке, а вы будете тем более. Мы въезжаем в Карпаты! И это сено потом хранят в шопе. Первую букву не путать ни с чем. Именно шапка хранят в шопе. Значит, сегодня у нас собрались, работаем. Сегодня у нас четверг, сегодня у нас среда. И мы едем в Карпаты. Впереди нас еще 10 часов дороги. Сейчас мы только выезжаем из Киева. Мы едем на Закарпатье, а конкретно в Орехийский район. И так уж случилось, что волшебный оператор непосредственно оттуда родом. И она та самая гуцулочка, которая нам будет показывать не только, как Карпаты выглядят со стороны, а еще и все эти тонкости, нюансы, которые может знать только местный человек. Итак, друзья, сейчас 10 часов вечера. Впереди у нас 800 километров дороги. Мы будем ехать через Львов. Выезжаем на ночь специально, чтобы не попасть в львовские и другие пробки. Мы любим ехать именно через Львов, потому что, может быть, там чуть длиннее, но дорога до Львова из Киева отличная, и, соответственно, из Львова на Закарпатье тоже дорога относительно хорошая. Друзья, доброе утро. Сейчас 4:42, 4:43. Мы в дороге уже 6 часов и 43 минуты. В принципе, мы уже подъезжаем к Ивано-Франковску. И по дороге проехали населенный пункт, который назывался Рогатин. На самом деле мы планировали в него заехать, но как-то мы его так быстро пролетели, что даже не заметили. Чем интересен этот населенный пункт, что в нем когда-то жила абсолютно непримечательная девушка, дочка священника. Звали ее Анастасия Лисовска-Гаврилевна. И случилось так, что в 1515 году ее забрали в плен. А в плен забрали не просто так, а забрали татары. И забрали ее настолько, видимо, она им понравилась, что они ее отвезли султану как подарок. И эта замечательная девушка так пришлась ко двору, скажем так, что через какое-то время стала одной из самых влиятельных женщин в Османской империи, а мы ее знаем как Роксолана. Еще мы ее знаем как Hurrem из «Великолепного века». Да, есть такой сериал, оказывается, «Великолепный век», и вот он снят об этой Роксолане, также известной Hurrem. Доброе утро! Мы въезжаем в Карпаты! Уже в гористую местность, буквально через пару километров начнутся первые горы. Доброе, прекрасное, теплое утро. Несмотря на то, что мы в дороге уже 8 час, чувствуем себя бодрыми и отдохнувшими. И по дороге решили заехать еще в Дземброню, чтобы показать и заснять какой-то прекрасный маленький населенный пункт. Друзья, спасибо всем отзывчивым и адекватным жителям Украины. Только что, пока снимали наш утренний блог и мою пробежку в камеру, мимо нас проезжает человек, внимательно нас так смотрел, потом разворачивается, на полдороги уже отъехал, разворачивается, подъезжает к нам, говорит: у вас все нормально? Я говорю: да, все нормально, блог снимаю. Говорит: мне показалось, что мы проехали, вы за нами побежали. То есть реально адекватные люди переживают. Спасибо всем, у нас все хорошо. — 6:44. Мы подъезжаем к населенному пункту, который называется Татарев. И как в большинстве наших поездок, основная наша задача — это найти что-нибудь поесть.
Друзья, мы находимся в Прикарпатье, и несмотря на то, что холод замораживает нашу кожу, а голод сковывает наши желудки, и мы находимся в постоянном поиске пропитания, мы каждый раз, когда приезжаем с волшебного оператора в Карпаты, мягко говоря, удивляемся от этой красоты. Сейчас мы потом, когда смонтируется видео, надеюсь, оно хотя бы 1/100 передаст этой красоты, потому что вокруг туман опускается, пробирается через хвою, везде реки, куча воды, воздух такой, что можно просто его пить. Жалко, что его нельзя есть, потому что мы реально голодные. Поэтому мы в Карпатах, мы продолжаем с оператором искать еду. Надеемся, скоро мы ее найдем. И сейчас немножко панорамы, потому что вокруг пейзажи просто офигительные. И еще, кадр вдогонку. Когда будем ехать по пути, остановимся обязательно возле сенокоса, и я вам покажу, что такое копытцы. Копытцы — это когда собирают сено. Копытца, когда собирают сено определенным способом и высушивают. И это сено потом хранят в шопе. Первую букву не путать ни с чем, именно шапка хранят в шопе. Все, го-го. Очень красиво туман. Очень круто. Я думаю, это фраза, которую буду часто повторять в ближайшие дни. Это очень-очень круто. Это, кстати, мы едем в Дземброню. Сейчас мы уже, я так понимаю, выехали из Татарова. И повернули на Верховину. На Верховину через 37 километров мы будем на месте. Мы находимся в Верховине. Если кто-то когда-то летом был в Карпатах, то может представить, как сейчас пахнет вокруг нас распаренными травами после дождя и как это все благоухает. Мы сейчас поедем к вот той вышке, оттуда еще снимем пару прикольных ракурсов с видом на село. А после этого хотим все-таки добраться к Дземброне. Друзья, мы доехали до вершины. Вид открывается просто офигенский. Считаем я и оператор, что Верховина — это одно из самых красивых сел Ивано-Франковской области. Сейчас немножко поснимаем ракурсов, но это просто очень круто. На самом деле, сегодня первый день в Карпатах. Мы ночь в пути, фактически то есть только приехали. Но на самом деле это круто, впереди еще куча дней. Мы еще только всего наснимаем, сейчас только всего вам покажем. Вы будете просто сами в шоке. Мы сами уже в шоке, а вы будете тем более. Хочу еще отметить следующее, что очень приятные люди. То есть мы когда пытались найти дорогу, чтобы выехать на эту гору, мы спросили у 3 или 4 людей. Люди, даже те, которые не знают, отчаянно хотят помочь, друг друга останавливать. Да-да-да, сейчас подскажем, сейчас все сделаем. То есть такая открытость и приятность людей, она сразу заметна, сразу бросается в глазах. Поэтому люди здесь очень приятные, виды очень крутые. И я надеюсь, что скоро мы еще найдем очень вкусные блюда и будем их есть. А теперь попрошу снять ракурс.
Приехали в Дземброню. Дорога просто охренительная. Пейзажи, блин, я думаю, все это будет выложено в видео. Приехали в Beliy Slon. Это единственный отель, который есть в Дземброне. Надеюсь, здесь нас накормят. И очень хочется кушать. А угадай что? Мы сейчас будем кушать, и мы будем кушать вареники, мы будем кушать пельмени, мы будем кушать млинцы с мясом, как это будет на русском. Да, млинцы с мясом, мы будем кушать борщ, мы будем пить кофе, мы будем вот такие все наеденные, вообще, у меня будет живот такой. Тут ресторан? Да. Ресторан «Огонь». В Дземброні в основному поселяються в приватному секторі, знімають будинки або кімнати в господарів. Але є такий готель Beliy Slon, він складається з котеджів. Отакий котедж, як розумію, цей один котедж, це два котеджі, насправді, два в одному. Коштує 1800 гривень за добу. І там є маленькі такі бунгало. Ми до них дійдемо. Це другий котедж. І ці маленькі бунгало коштують 900 гривень за добу. І одні інші можуть помістити 4 людини. Звідси можна взяти байдарки на прокат, напевно. Не знаю, з інструктором чи без інструктора, потім спорядження для трекінгу і для інших активностей в горах. Ну, во-первых, это очень вкусно, это потрясающе вкусно. Що ти замовив? Мы заказали пельмени, мы заказали вареники с картошкой. Величезна порція пельменів. Да, мы заказали вареники с картошкой, мы заказали блины с мясом, мы заказали борщ, мы заказали 2 кофе, порции большие, хлеб, как говорится, unlimited. Все это обошлось на 330 гривен. Я только что попробовал, у меня опять полный рост слюны, потому что я только что попробовал один пельмень. Он очень вкусный, учитывая того, что мы сколько часов 12 или больше не ели, так вообще я предлагаю приступать, собственно, к трапезе. Друзья, если вы заметили в моих глазах характерный спокойный блеск, это значит, что мы все-таки наелись. Это прекрасно, мы очень вкусно поели. И сейчас мы находимся в Дземброне. Несколько интересных фактов по поводу этого населенного пункта. Во-первых, раньше он назывался Берестечко Дземброня, то есть это было двойное название, и Дземброня входила в в часть населенного пункта. Потом позже каким-то образом само название Берестечко не прижилось, а вот Дземброня прижилось. Это из типа интересных фактов. Дальше интересно то, что если кто-то видел фильм, называется «Тени забытых предков», который снял Параджанов, он как раз снимал в этом регионе Верховина, Дземброня, и в принципе, вроде как Дземброня, он как раз и вдохновился для того, чтобы снять всю эту автентичность, весь этот фильм, всю эту подачу, колоритность. Если, кстати, не смотрели фильм, очень советую посмотреть, хотя бы для общего развития, это очень прикольное творение. Что еще? Да, в принципе, все. А розкажи нам ще про назву Дземброня. Хороший вопрос из зала. Ребята, я знаю, многие задают вопрос, как же получилось название? Есть две версии. Первая версия, это что якобы поляки потеряли кого-то из своих родственников и ходили по... Дочку пана. Дочку пана, хорошо. И ходили по лесу и кричали «Где Броня? Где Броня?». В этой версия, мне кажется, очень слабенькая, мне в нее слабо верится. И есть другой вариант событий, другой вариант названия о том, что проходите, у нас лайв-шоу, поэтому пускай видят, что мы все живые. Так вот, и есть второй вариант названия, это проходит от венгерского слова «дзимборе», что означает праздновать, празднование. Вот это больше верится, потому что если снять все, что происходит вокруг, все эти пейзажи, елки и улыбающихся людей, теплую воду, палящее солнышко,
невольно возникает состояние радости. Поэтому я лично вот очень рад, поэтому... Ти просто неправильно вимовляєш польське слово «где». Где? Где броня? Ну, возможно и так. В принципе, все. Движемся дальше. И, возможно, скоро... Да что там возможно? Будем купаться. Дземброня была переименована в 40-х годах, в 1946 году. Мы вам могли еще очень много сказать всяких интересных фактов, но к черту подробности. Давайте купаться. О, хорошо. Ну як видра. Это рафтинг. Небольшой, но неудержимый поток философии. Во-первых, я еще мокрый из-за того, что только что искупался второй раз, не выдержал соблазна и искупался. Во-вторых, хочу сказать, что очень интересная мысль о том, что большинство наших мечт и желаний легко исполнимы до конца недели. Конкретно сейчас мы продолжаем находиться в Дземброне. Чтобы вы понимали, мы 3 года планировали приехать сюда. 3 года. И в итоге мы направлялись на Закарпатье, сделали небольшой крюк в 100 километров, и при этом мы заехали в то место, куда давно планировали, и все не знали, как это организовать. А все организовывается очень просто по щелчку пальцев. И самое главное, если приезжаете в горы, обязательно купайтесь в ручейках. Кто не купается в ручейках, теряет половину удовольствия от присутствия в горах. Обязательно купайтесь, я уже искупался второй раз, но не последний. И вокруг нас чистый воздух, потрясающее пение птиц, цветущие поля, заходит небольшой дождик, но я думаю, кто смотрел наши прошлые выпуски, знает, что дождик нам не помеха, потому что мы едем на Закарпатье, там будут вино, и не только, а рядом с вином, как говорится, как говорит оператор, не дощить. Ще сніг на горах. Да. Сьогодні 17 червня. І дивися, мішаний ліс. Це означає, що тут восени дуже гарно має бути. Кстати, по поводу мешанного леса. Значит, есть, господа, опять захожу в кадр. Значит, существует местная легенда, которая вполне возможно сегодня вечером будет развеяна. Местные говорят, что есть такие грибы, которые называются пестряки. Пестряки — это некий гриб гипотетический, который растет на буке, ну, то есть, вот, допустим, там хвойные, и вот эти вот, которые, ну, хвоя, соответственно, это, которая светло-салатливая, это бук. И вот прямо на буке ранней весной теоретически растет вот эти вот пестряки. И вот Деревный гриб. Какой? Деревный гриб. Да, древесный гриб. Ну, короче, фишка в том, что этих пестряков никто, кроме местных, никогда не видел.
Я на протяжении 5 лет, секундочку, я на протяжении 5 лет уже еду в Карпаты, и я ни разу не видел пестряк. Так вот, сейчас мы приедем, ну, сегодня вечером вернемся, точнее, приедем на Закарпатье, и теоретически, если это будет правда, то мне специально отложили гриб пестряк, заморозили, сварили и заморозили, и я, возможно, вечером сегодня его попробую. Но не исключено, что я приеду сегодня вечером, мне скажут, вы знаете, кошка забралась в дом, съела пестряк и унесла. Короче, есть большая вероятность того, что пестряк это просто разводка для туристов. Но я склонен пока доверять местному населению, поэтому, собственно говоря, Це дуже класний гриб. Дуже. естественно, да. Кто его пробовал, а за камерой... Покажи, напевно, за тобою гора вухатий камінь. Ты по ушам узнала? Да, бачиш, така на ній пімпочка. И это ухо? Я не буду пальцем показувати, тому що глядачі кажуть, що це Да. дуже некультурно. Да, можно Покажи своїм пальцем. Показывать ручкой. Ну, он сама ліва, бачиш, там вверху така штука. Оце, напевно, вухо. Ну, не знаю, можно доверять по поводу доверия к местным. Мало кто знает, но сейчас вы узнаете. Оператор, который стоит, волшебный оператор за кадром, на самом деле она местная. Она еще Ти так... це вже сказав. Все равно, еще раз повторю, еще так, гуцулочка, поэтому сейчас мы проверим все, что говорит этот человек по поводу ушатого камня в том числе. Ми ж гори вміємо вгадувати. Ну, якщо не вухатий камінь, то Ельбрус. Да, кстати, как вариант. Нам явно нужно торопиться, потому что заходит гроза. А гроза в горах – это явно не к добру. Кстати, по поводу грозы трембита. Помнишь, говоришь, что типа трембиту делают из дерев, которые ударила молния? Не говорять, це так і є. Так, слушай, я раньше думал, типа, блин, как тяжело найти дерево, которое ударила молния, это же реально проблема. Почему не взять обычное дерево? А потом я подумал, я понял, что реально горы, и здесь проблемы с деревьев, которых ударила молния, вообще нет. Я это говорю к тому, что давай отсюда петлять. Тут навіть з людьми, в яких ударила молнія, проблем нет. Поэтому давай петлять. Угу. Прям буквально, пошли. Мы сейчас находимся в Верховинском районе. И хочу сказать следующее, что насколько круто, когда ты приезжаешь в села, которые расположены в этом районе. Каждое село настолько красивое, настолько аутентичное, что просто возле каждого дворика хочется остановиться, сесть на лавочку, посмотреть на горы. Слава богу, здесь горы с каждой стороны есть. И есть небольшой совет для всех людей, которые соберутся путешествовать на Западную Украину. Не гоните за туристическими местами, типа озеро Саневир, там где куча людей, куча очередей. Вы, в принципе, куда угодно не приедете, вы найдете красивое место, где вы можете провести хорошо время. Я хочу вам немножко рассказать о гуцулах, кто это такие, что это за люди. Это жители горных районов Ивано-Франковска и Закарпатской области. Это люди, которые живут, как я уже сказал, в горных регионах, и по большому счету это один народ, просто они разделены горной грядой. Удивительно, как такая богатая культура до сих пор еще не популяризирована в Украине, потому что такие слова, как брынза, шовдра, лижник, кулеша, большинство украинцев еще в принципе не знают, хотя на самом деле это огромный культурный пласт, кифлик и многое другое, то есть бограч, можно перечислять до бесконечности. Это настолько колоритное место, настолько колоритная культура трембита, но почему-то только сейчас поэтапно в Украине начинает популяризироваться, и в принципе мы начинаем узнавать, что у нас есть такие традиции, что, допустим, личник – это такая, условно говоря, покрывало на кровать, которая сплетена из грубой шерсти, настолько, что даже кожу царапает, но при этом очень полезна для кожи. Кулеша, допустим, это кукурузная каша, шовдра – это свиная нога, которая там маринуется около недели, потом еще коптится пару недель. И, так что не возьми, тайстра, ну, очень много всего. И, на самом деле, еще хотелось бы поговорить про язык, украинский язык, которым говорят гуцулы. Он для нас настолько же необычный, как для... Вот есть два разных региона, да, есть горные жители, это гуцулы, и есть жители нежных регионов. Они отличаются... Закарпаття.
нижние регионы Закарпатья, да, они отличаются по своему произношению, по некоторым словам, словосочетаниям. Точно как для нас, мы, кстати, проведем небольшой эксперимент. Если согласятся местные жители поговорить с нами немного на камеру, вы поймете, насколько сильно, то есть это по-прежнему украинский язык, но он настолько отличается этимологически, он настолько отличается произношением, он настолько отличается даже какими-то словами. Допустим, слово там «файно», да, изначально это местный, то есть местный диалект, то есть он перекочевал во всю Украину. Слово, допустим, как там кишко файны, да, очень там сильно хороший, да, сильно красивый. Какие там еще есть слова? Какие еще слова, расскажи мне? Слово «йо». Слово «йо». Кстати, когда приезжаете на Западную Украину, одно из самых главных слов, которые вам нужно знать, одно из самых главных слов, которые вам нужно знать, и, соответственно, постоянно его использовать, это слово «йо». А це Bitsigli поїхали. Да, це, до речі, ну, это называется Bitsigli. Bitsigli — это велосипед. А слово «йо» переводится как «да». Но причем не просто «да», какое-то, знаете, какое-то сухое, не бессердечное «да». «Йо» — это типа «йо», типа «да», ну, естественно, конечно, понятно. И очень много слов, построений слов, допустим, как украинцы бы сказали «ты подивися», а они говорят «ты ся подиви», то есть переставляют некоторые окончания. Ну, короче, это очень интересно. Ярким показателем, насколько сильно отличается язык жителей горных регионов и жителей нижних регионов, это обычное слово «да», которое гуцулы произносят как «йо», то есть «да», а жители нижних регионов будут говорить «айно», то есть настолько разное. То же самое, допустим, кукуруза. Гуцулы будут называть «мелай», а нижних регионов Тенгерийцы. Мне вот оператор волшебный помогает, потому что мне тяжело запомнить эти слова. Но, в общем, самое главное, самое крутое, что мы обязательно вам донесем, это о том, что насколько интересный этот регион, насколько многообразный, насколько своя одежда, своя музыка, свои музыкальные инструменты, свои обычаи, своя культура, куча блюд, куча интересных моментов, которые мы просто почему-то даже не знаем. Я не знаю, как так сложилось. То ли никто не популяризирует, то ли, в принципе, в этот регион из-за того, что раньше была плохая дорога, мало людей доезжало. Насколько прикольно, как раз пока прогуливались, увидели на воротах, вот смотрите, две смирички. Не постановочные. Не постановочные, то есть мы просто прогуливались, увидели две смирички. В чем интересная особенность, которая подчеркивает колорит именно местного населения, да, в чем интересные культурные особенности. Смиричка, смерека, это вид ели, ну, хвойное растение, и оно всегда сопровождает гуцула от рождения и как бы до самой смерти. Когда рождается гуцул, когда женится, или там выходит замуж, соответственно, когда умирает, когда строит новый дом, всегда ставится смыричка. Вплоть до того, что когда дом возводится, и когда ставятся финальные балки перекрытия, то есть как бы завязывается крыша, наверху ставится вот такая смыричка, и она украшается. Конкретно в этом случае, вот мы только что записывали блог, прошли сюда и увидели вот такие наряженные смырички. Это значит, сразу у нас просто оператор более опытный говорит, что здесь по-любому либо кто-то родился, либо была свадьба, либо строят дом. Участок пустой, дома нет, поэтому как бы нет. Но вот подъехали только что хозяева этого участка, который мы, кстати, немножко... Ну, не будем машины снимать. Подъехали хозяева этого участка, и мы у них уточнили, что да, действительно, пару дней назад здесь гуляла свадьба, причем, как они сказали, достаточно мощная свадьба. И самое главное, что замечаешь, когда приезжаешь в Карпаты, здесь большое количество кислорода, и у тебя невольно так сразу начинается какая-то такая динамика добавляться, и добавляется энергии. Кстати, это при том, что этот конкретный человек, который сейчас стоит перед камерой, я спал последний раз очень давно, то есть мы ночь не спали, ехали, после этого я дважды искупанный, один раз у меня дрон попал под ветки хвои и был сметен, но так или иначе мы настроены, и мы сейчас едем дальше покорять Карпаты. Блин, как там, не переключайтесь, будет реально очень круто. Мы находимся в Ворохте. Чем интересен этот населенный пункт? Тем, что те люди, которые пытаются добраться до Буковеля, обычно именно здесь стоят с поезда, потому что это максимально ближайшая станция до, собственно, Вороковеля. Но то, что я хочу показать вам, это интересное сооружение. Это церковь, которая построена без единого гвоздя. Кроме того, она построена так, что она построена по классическим архитектурным формам и принципам гуцульщины. Погнали? Когда зайдем, обратите внимание на фасад. Скорее всего, он будет сделан так называемым пикованием. Посмотрим, так или нет, когда фасады обрабатываются такими как деревянными колышками, пиками. Все это обрабатывается фасад.
Но один тот факт, что церковь построена без единого гвоздя, я надеюсь, и без шурупов, І без клея. и без клея, да. Это само по себе впечатляет. Вот то, что я говорил. Вот то, что я говорил. Если вы посмотрите, видите, фасад отделан такими, как заостренными досточками. Называется пиками, да. Собственно, это называется пикованный, да, пикованный фасад. Цепляются все детали. Видно, что паз входит в паз, и за счет этого сами себя конструкция держит. Именно поэтому церковь и построена без одного гвоздя, потому что она сделана, собирается как конструктор. Бревна, сами бревна, то есть, которые складываются конструктивные элементы, да, то есть я просто инженер по образованию, то есть конструктивные элементы здания, они сделаны так, что они тоже, видите, выпилены и вырезаны так, что фактически не собирается паз в паз. Не то, что это какая-то прям супер новая технология, она известна во всем мире, но вот в чем секрет того, что здание сделано без единого гвоздя. Мы по-прежнему в Ворохте, буквально 200 метров от того места, где мы снимали церковь без единого гвоздя, находится виадук. Чем он интересен? Он интересен тем, что он один из самых старых и один из самых больших в Европе. Его длина 200 метров. И был он построен в 1895 году во времена Австро-Венгерской империи. И был он построен руками пленных итальянцев. На самом деле интересно то, что на Западной Украине очень много чего построено руками пленных итальянцев. Они строили дороги, они строили укрепление берега, они строили в том числе вот такие виадуки. Построен он был для того, чтобы соединить части Украины, Адриатическое и Черное море. Это уже такие нюансы и подробности. Но самое интересное то, что все это находится в одном месте, в Ворохте. Все знают, что такое Ворохта, но при этом люди воспринимают Ворохту как просто пересадочный пункт, из которого вы приезжаете и едете дальше на лыжи. А на самом деле в этом городе в этом населенном пункте огромное количество того, чего можно посмотреть. И парадоксально то, что если бы это был какой-нибудь условно там Рим, да, то это было на основе как Колизей. То есть бы рядом стояли кафе, столики, люди продавали бы зонтики или какие-то товары. У нас, к сожалению, надеюсь, в ближайшее время изменится, но, к сожалению, сейчас рядом нет ничего, просто ничего. Ты не можешь сесть на столик, за столик, ты не можешь весь день пить, не знаю, там какое-нибудь хорошее украинское вино, да, или лицезреть всю эту структуру. То есть построенная в 1895 году, это здоровенная махина. На то время это охрененная инженерная мысль, которая была воплощена в действительность. И все это прямо у нас находится здесь. Я уверен, что большая часть украинцев даже не знает о том, что у нас есть такое строение. Повторю еще раз, одно из самых старых и одно из самых здоровенных, больших в Европе. Длина его 200 метров. И вообще, если вы будете ехать на поезде в этом направлении, то виды из окна вас будут просто ошеломлять. Очень красивые села, очень классная архитектура, очень интересное строение. То есть вот, в принципе, вот по этому пути вы будете ехать в этом направлении. Соответственно, вы по-любому увидите этот мост. И, в принципе, вы увидите, поверьте, если вы поедете на поезде, я вас не агитирую ехать на поезде, если у вас есть машина, идти на машине, но вы увидите очень классный пейзаж. Вообще, на самом деле, нам нужно путешествовать по Украине. В Украине очень много классных, шикарных мест. И так уж случилось, что ситуация с коронавирусом и так далее нас буквально заставляет, буквально впихивает. Смотрите, у вас тоже есть интересные места. Вот так.
Друзья, у нас есть небольшая традиция. Каждый раз, когда мы переезжаем перевал, а перевал – это переезд через гору, который соединяет Ивано-Франковскую и Закарпатскую область. Каждый раз, когда мы подъезжаем, мы считаем счет до того, как мы переедем в другую область. Итак, 5, 4, 3, 2, 1 и мы в Закарпатье. Всех рад приветствовать в Закарпатье. Камень? Камень? Камень, Ребята, кто ищет приключения, всегда их найдет. Вот, собственно говоря, виновник нашего торжества. Я так понимаю, скорее всего, мы его нашли где-то на Дземброне на горах. И это какой-то, я не знаю, в камнях не сильно набираюсь, но это очень острый и очень твердый камень. Может быть, даже какой-нибудь, не знаю, острый Алмаз. твердый камень. Наверняка алмаз, просто не обработанный. Вот он попал в колесо, ребята навернули, надо из него сделать брелок. Или разыграем среди наших подписчиков.